Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какие же скорые перемены вас ожидают? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И смотрим, что сейчас происходит, какой вы человек, да? Так. Вот знаете, почему-то вот сразу же мне идет такая информация, что у вас очень и очень у вас сейчас болит душа. Вот душа болит, а сердце плачет. Вот приблизительно ваше состояние. У кого-то может проигрываться вообще депрессивное состояние, у кого-то просто апатия, когда опускаются руки, когда ничего не хочется делать, когда знаете, вот не хочешь никого не видеть, не слышать, нарушен сон, может быть, да, нет аппетита. Особенно это может касаться тех, кто вот недавно, может быть, разошелся, либо же несколько месяцев, может, назад. Ну, то есть раны еще свежие, еще душа болит. О личной жизни сейчас не идет вообще речи, потому что, ну, как-то вам не до этого, да, вот, ну, не готовы вы абсолютно, потому что вы переживаете сейчас совершенно другие эмоции. Хотя вот, знаете, вы такой человек, вы, может быть, даже уже стали каким-то вот по характеру одиночкой. Вы понимаете, что вам одному вот сейчас, последнее время, вам одному, наверное, даже лучше, чем в толпе, лучше, чем в каких-то компаниях. Может быть, это из-за вашего просто состояния, да, вот такой грусти и печали. Может быть, кто-то реально начинает вот кайфовать от того, что пусть, да, пусть я один, но мне никто не выносит мозг. Я делаю, что хочу. Хотя, в общем-то, вот если копнуть глубоко в душе, вы ориентированы на семью. Да, когда-то вот было время, когда у вас была семья, да, дети, возможно. Вы настолько вот семейный были человек, может быть, даже проигрывались такие ситуации, что вас приглашали там друзья, приятели куда-то, пошли, посидим, да, вы могли отказываться. Отказываться просто потому, что вы настолько дорожили своей семьей, своей женщиной, да, вы хотели как можно больше провести с ними времени, побыть с ними. Может быть, лучше с семьей пойти куда-то посидеть, чем с друзьями там порыбачить, либо еще где-то, да. То есть постоянно, вот если на чашу весов поставить семью и друзей, то вы всегда как-то вот выбирали семью. Потому что вот семья это для вас, это все, это ваш тыл, это ваше спокойствие, это ваша поддержка, да, ну то есть очень вы такой семейный человек, но сейчас вы человек, я бы сказала, с очень израненной душой и сердцем. Вот для вас как будто вот мир погас. Так, давайте-ка посмотрим, что же будет дальше, какие же скорые перемены у вас будут. Как всегда, давайте посмотрим блоками, да, вот первый блок это будет у нас работа и финансы, да, как будут ли перемены, потом здоровье коротко посмотрим, и уже третий блок будет любовь, морковь, да, что будет в личной жизни. Итак, работа и финансы. Будут ли какие-то перемены? Так. По работе, смотрите, могут поставить вот какие-то вас то ли условия более жесткие, какие-то, может быть, новые правила, либо функциональные обязанности какие-то пропишут, которые вам очень не понравятся. Причем на вас могут навесить какую-то работу, в которой вы, может быть, ну не очень хорошо разбираетесь, да, а начальник скажет, бери, учись, некому работать. Ну вот, как-то так, что вас даже вот какие-то вот эти моменты, они немного даже испугают, да, вы начнете задумываться, может поменять работу, что за условия, да, то есть это может касаться
чего угодно. Это я приблизительно сказала. Может быть, условия не те поставят, да, вот которые были раньше. Ужесточение какое-то. Может быть, график более жесткий будет. Ну, то есть какие-то вот моменты по работе, которые вас будут напрягать и не нравиться. Так, что еще по финансам у нас идет? Но все-таки, знаете, вы все-таки решите эти проблемы, причем вот вам помогут то ли ваши коллеги, да, вот будут люди, которые подставят плечо, может быть, поможет кто-то, подскажет, да, вот если вы даже в чем-то, допустим, не разбираетесь по работе, может быть, какая-то новая, я не знаю, специальность, там, ну, предложат вам новую специальность и так далее. Ну, то есть что-то из этого. Так, дальше. Теперь смотрим, что нас ждет, вернее, вас что ждет по здоровью. Коротко, да, диагнозы я не ставлю. Теперь смотрите. По здоровью может быть обострение какой-то вашей проблемы, какой-то, я не знаю, у кого там какой орган может быть болит, да, то есть обострение будет. Плюс какое-то ну, заболевание, не заболевание, да, я не доктор, ну что-то, допустим, начнет болеть то, что и раньше не болело. Вот так, если по-простому, да, вот если, допустим, желудок никогда не болел, заболит. Ну, то есть я не говорю именно о желудке, это, к примеру, я сказала. Ну, то есть что-то новое, да, вот что-то такое, вот первый звоночек, где-то там заболела, где-то там в боку стрельнула, да, или еще что-то. Ну, то есть будет какой-то такой момент. Больше ничего такого критичного я не вижу, да, потому что диагнозы я не ставлю, это мы к врачам идем. Еще может проигрываться спина, может болеть, так? Спина и ноги, особенно у тех, кто много проводит времени на ногах. Смотрите, потому что может суставы, варикоз, колени, вот это еще может у вас обостриться. Ну и плюс, смотрите, осторожно, что-то новое еще, какая-то новая болячка может заиграть новыми красками, так сказать. Дальше. Самое вкусное теперь любовь, морковь, да, смотрим, что же будет в личной жизни. Хоть у вас и сейчас там депрессия, может быть, апатия, но мы давайте коротко посмотрим, что же будет проигрываться у вас в личной жизни дальше, да. Вот какой-то период, вы не захотите даже иметь какие-то отношения с женщинами вообще. Потому что у вас что состояние такое, вам не до отношений, да, вам надо вот прожить, надо пережить вот эту боль, вот эти переживания, страдания, которые у вас остались от прошлых отношений. То есть, ну, вам не до женщин, это будет в ближайшее время, да. У вас настолько вот мысли как-то поглощены негативными вот этими моментами из вашей жизни, да, вот у вас больше негативных мыслей, причем о прошлом. Может быть, вы вспоминаете о прошлом, там, да, как-то анализируете, ну, мусолите вот эту тему, да, постоянно. То есть, ну, как-то, ну, не до женщин. Вот, да, вот, ну, затворник, просто, я бы сказала, затворник. Но это будет самый ближайший период, да. И тут нашу дверь, вернее, вашу дверь, через какое-то время, это будет не ближайшее время, я вам говорю сразу, это будет новая женщина, которая появится в вашей жизни. Но сначала это будут какие-то вот более дружеские, что ли, отношения, да? Вот дружеские. Вы еще будете какой-то период выбирать, присматриваться, насколько она вам понравится, нет. Вот как-то это будет пока с неохотой, потому что я уже вам сказала, что вы не очень-то готовы к отношениям. Еще душа болит, а сердце плачет. А в таком состоянии, как правило, отношения, ну, не строятся, новые отношения, потому что, ну, все не то и все не те будут. Женщина будет моложе вас, она будет брюнетка,
невысокого роста, такого среднего телосложения. Я не могу сказать, что она прям худышка, нет. Ну, среднее, обычное телосложение. Может длинноволосая проигрываться, да, она такая очень ухоженная, очень какая-то, вот знаете, ну, у нее что ли энергетика такая вот, ну, сексуальная женщина, на которых, ну, нельзя не обратить внимание. Вот вы пройдете мимо такой женщины, обязательно глаз остановится. Вот из таких она. Она любит, вот именно, знаете, она любит вот одежду, платья, юбки. Вот сейчас, я думаю, вы заметили, что большинство женщин перешли вот на мужскую одежду. Уже мало женщин носят платья, мало юбки, но еще летом могут носить, да, а в основном это брюки, да, джинсы, спортивные костюмы, как-то вот, ну, мужской стиль одежды, да, это удобно, это очень удобно. Но вот эта женщина, она больше вот на платье, юбки, вот она такая девочка-девочка. Так, что еще будет? Она, смотрите, она появится в какой-то вот момент, когда вы даже сами этого не будете ожидать. Вам будет не до знакомств. Вот она как-то неожиданно появится. Причем вот вы будете в таком еще подавленном состоянии. Да? Вы сначала ее, ну так, как какую-то мимолетную знакомую, какого-то, как друга, да, вот будете воспринимать. Но это будет только поначалу. Так, что же будет дальше? А дальше вы постепенно, как будто вот, знаете, вот время лечит, и как будто ото сна вы будете просыпаться, и тогда уже вы начнете не интересоваться как женщиной. Если сразу вы будете общаться, ну, как друзья. Привет, пока, как дела, там, да, может быть, переписались, парой слов перекинулись, да, ну, как это обычно бывает с друзьями. Либо просто пошли кофе выпили по-дружески. Ну, то есть поначалу вот вы не будете на нее как-то ориентированы как на женщину, как на претендентку на какой-то роман. Позже, когда вы потихоньку будете оттаивать, уже вы начнете проявлять инициативу. Уже вы будете вкладываться больше в эти отношения, да, вот. Она не будет вас торопить, вот что я вам скажу. Она не будет. Она будет ровно общаться с вами. Вот как вы, так и она. Вот просто как двое друзей. Потом же, да, вот как я сказала, вы будете там и чаще звонить, и чаще писать, и чаще вот приглашать ее, может быть, на свидание, там куда-то пойти, поехать, ну и так далее. И там понеслась жара уже, да. Вот именно когда вы начнете оттаивать, тогда у вас завяжутся с этой женщиной новые отношения. Это будет очень постепенно. Это не будут какие-то вот стрелы Амура, вот увидел, влюбился. Нет, этого не будет, я вам говорю сразу. Вы, вот если израненный человек, вот, да, знакомится, но абсолютно такой человек не настроен ни на какие отношения. Но он просто общается, да, я думаю, вы согласитесь со мной. Напишите в комментариях, если я права. Когда человек изранен, да, когда не хочется никого и ничего, ну о каком романе может идти речь? Ну вообще ни о каком. Поэтому будет у вас очень постепенно. А дальше вы уже оттаете, вот ваше сердце оттает, как-то вы воспрянете, да. Плюс в процессе общения у вас будет много общего, вам будет вдвоем интересно. Будет женщина, которая будет, знаете, вот как жены декабристов были, она будет верно ждать, вот когда вы отойдете от своего вот этого вот печального состояния. Она просто будет ждать, потому что вы ей очень понравитесь изначально. И она подождет. Вот это, знаете, это дорогого стоит, когда женщина так себя ведет, да, она не торопит никого. Она не наглеет, она просто вот общается, да. А дальше вот как выведет судьба, так и будет. По такому принципу некоторые женщины и общаются. Вот если даст Бог, да, вот если судьба, значит будем вместе. И она так с вами будет постепенно приходить к вашему уже новым отношениям, к вашему новому статусу, когда вы будете двое влюбленных, когда вы станете парой. А далее уже вы берете бразды правления и рулите, потому что вы будете главой в этих отношениях.
Вы будете их направлять, вы будете уже командовать, и вы будете решать все какие-то насущные проблемы, которые у вас, может быть, будут. Как настоящий мужчина, за которым женщина должна быть как за каменной стеной. Так что все у вас, ребята, будет отлично. Немножечко подождите, немножечко оттайте, да, от своих проблем, от каких-то страданий, разочарований, и будет все у вас в шоколаде, все у вас будет отлично. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!